Сегодня я расскажу вам о пряности, которая применяется кулинарами и любителями не так часто, как повседневные. Это бадьян. Привет всем, меня зовут Руслан Авакжанян, и я продолжаю цикл видеороликов о специях и пряностях. Итак, бадьян. Его еще называют звездчатым анисом. Принадлежит он к семейству лимонниковых. Однако некоторые источники относят его к семейству бадьяновых, единственным представителем которого является он сам. Бадьян представляет собой низкорослое, вечно зеленое южное дерево, и в отечественном климате он так и не прижился. Его выращивают лишь в Азии, Индонезии, Северной Америке и Абхазии. Оттого традиции его применения в кулинарии у нас укоренились хорошо, а вот полезные свойства бадьяна для здоровья знакомы европейцам меньше. Зато бадьян широко используют в китайской и индийской народной медицине. В основном растения используют в качестве приправы к калачам, булочкам, сдобам, посыпая их его целыми или молотыми семенами сверху. Реже приправляют им начинку, но с ним также можно заваривать глинтвейн, немецкий напиток, красное вино, подогретое с различными пряностями и сахаром, чай и натуральный кофе. У меня на канале есть рецепт приготовления кофе в турке, где я добавляю к уже молотому кофе, помимо молотого мускатного ореха, еще и несколько зерен бадьяна. Посмотреть этот рецепт можно, перейдя по подсказке, которая появится сейчас вверху справа. В качестве специй бадьян входит в состав варенья, джемов и многих домашних спиртных напитков, включая вермуты и ликеры. А вот лечебные свойства бадьяна обеспечиваются не столько его ароматом, сколько любопытным составом. Присутствующее в его семенах эфирное масло стимулирует пищеварение и всю центральную нервную систему. Это приводит к эффекту легкого повышения температуры тела и артериального давления, ускорению обменных реакций. Но особую терапевтическую ценность бадьян представляет благодаря наличию в его составе следующих веществ. Гидрохонин – это широко известный восстановитель, участник реакции ощелачивания в противовес реакции окисления, который применяется для проявления фотопленки в старых фотоаппаратах. Его также используют в стоматологии в качестве реагента для затвердевания некоторых видов пломб. Сафрол. Данное вещество содержится во многих эфирных маслах, но больше всего его как раз в масле семян бадьяна. Сафрол не обладает лекарственными свойствами, но как пряность он обеспечивает улучшение настроения, бодрость и тонус, свойственные всем прочим разрешенным стимуляторам центральной нервной системы, включая кофеин. Танины. Так называется ряд дубильных веществ с характерным горьким, вяжущим вкусом и слабым токсическим действием на любые живые организмы, включая человеческий или какого-либо возбудителя. Проще говоря, дубильные вещества являются сильными природными антибиотиками и антисептиками. Шикимовая кислота. В организме она выполняет функцию вещества, предшественника из которого синтезируется несколько разных аминокислот, элементов любого животного белка, а белками в нашем теле является все, от клеток до гормонов и телец крови. Действие на организм. При таком составе польза бадьяна для здоровья заключается в следующих эффектах: патагонном, желчегонном, противовоспалительном. Регулярное употребление семян бадьяна в пищу или в составе лекарственного средства действительно может помочь при ряде заболеваний: простуде и кашле, заболеваниях кишечника, паразитах и глистах, патологиях печени, воспалениях мочевыводящих путей, травмах и инфекциях кожи, отклонениях со стороны центральной нервной системы, болях в суставах. Помимо прочего, на своей родине семена бадьяна считаются афродизиаком, полезным как для женщин, так и для мужчин. Теоретически стимулирующее действие семян бадьяна на метаболизм, центральную нервную систему и кровообращение может помочь и при похудении, уменьшив тенденцию к отложению лишних калорий из пищи в жировые запасы. Но подобным действием отличаются почти все специи, а у бодрящего кофеина оно выражается даже заметнее. Возможный вред. Вред бадьяна для здоровья в большинстве случаев ограничивается аллергией. Оттого
Лечиться бадьяном в домашних условиях строго противопоказано при наличии у пациента аллергии на какие-либо вещества, неважно растительного или иного происхождения. Что ж, уважаемые зрители, в этом ролике я рассказал свое оценочное мнение о бадьяне. Если вас заинтересовала эта информация, то приобретайте бадьян, он имеется в продаже в крупных сетевых супермаркетах, и используйте его на здоровье, не злоупотребляя количеством и частотой. Всем, кто подписался на канал, я благодарен. Пишите под этим роликом свои комментарии. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А также делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока-пока.